Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, какое же растение нужно посадить в вербное воскресенье 28 апреля, чтобы весь год жить в достатке, в изобилии, чтобы никакие беды, ни проблемы и неприятности не пришли в ваш дом. Обязательно просмотрите, друзья, это видео от начала до конца, будет очень много важной, полезной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу: «Мой ум настроен на гармонию и здоровье. Каждая клетка моего тела наполнена светом и любовью. Каждый аспект моей души светится благодатью Вселенной. Здоровье и жизненная сила – это естественные состояния моего бытия. Искренне верю, пусть это исполнится». Девочки и мальчики, мы в описании к этому видео оставим эти волшебные слова. Не забудьте и прописать свое полное имя. Итак, друзья, давайте с вами начинать. Итак, обращаем ваше внимание, что уже буквально через пару дней у нас с вами наступит Великое воскресенье, вербное воскресенье. В церковном православном календаре этот день называется «Вход в Господень Иерусалим». И очень важно понимать и знать, что нужно сделать в этот день, как правильно подготовиться к началу великого праздника, который мы с вами встретим буквально через неделю, а также какое растение обязательно нужно посадить в этот день, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. А также внимательно уделите внимание тому, что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды, неприятности, слезы и финансовые потери в свою жизнь. Итак, друзья, вербное воскресенье. И мы его отмечаем за 7 дней до главного праздника христиан. И вербное воскресенье – это важный день в жизни каждого верующего христианина. И он всегда отмечается на 6-й неделе Великого Поста за 7 дней до того, как наступит воскресение Христово. И в этом 2024 году праздник вербное воскресенье приходится на 28 апреля. Вербное воскресенье – это один из 12 главных православных праздников, которые следуют за Пасхой и Рождеством Христовым. События, которые отмечают во всем мире, называют в числе самых светлых и благодатных праздников и празднуют его ровно за неделю до Пасхи Христовой и вербное воскресенье. Все мы с вами считаем его одним из самых светлых и радостных праздников. Даже те люди, которые далеки от религии, вербное воскресенье также называют как «Вход Господень в Иерусалим». Считается одним из 2 десятых праздников, и связан он с земной жизнью Иисуса Христа и Матери Божьей. Также этот день еще называют как Пальмовое воскресенье, но в странах СНГ или бывшего СССР его называют вербным воскресеньем, которое посвящено прибытию Иисуса Христа в Иерусалим. Всевышний, который накануне воскресил Лазаря, жителя Вифании и умершего за несколько дней до его приезда, въехал в город на ослице. Народ встречал его ликованием и пальмовыми ветками. Их бросали под ногу Иисусу Христу, и люди знали, что видят Мессию чудесным образом, который воскресил Лазаря, и верили, что Святитель освободит их от гнета римлян. Конечно же, главным атрибутом этого праздника считаются веточки вербы, которые освящаются в храме, и данный ритуал можно назвать главной традицией праздника, потому что именно вокруг вербы сконцентрировалось множество народных примет. И в воскресенье, как считается, что освященная верба должна храниться в доме, в вазочке без воды. Желательно, чтобы именно это было близ икон. Такая верба, считается, защищает дом от злых духов, от бед, болезней. Конечно, она должна простоять вплоть до следующего праздника. Также она не увядает и даже не осыпается.
Есть еще одна народная примета, которая говорит нам, что если накануне праздника на вербе распустятся почки, то год будет богатый на урожай, земля будет плодородная, а жизнь наполнится яркими и радостными событиями. В вербе, принесенные из храма, приписывают ей и целительные свойства. И, наверное, воскресенье, когда люди поздравляют друг друга, люди прикладывают к колбу близкого человека вербочку, чтобы в течение года они не болели и пребывали в здравии. И также делали разные целебные отвары, потому что считали, что если в таком отваре искупать младенца, то он будет расти здоровым и быстро будет развиваться. Почки вербы носили как талисман юноши, чтобы быть в хорошей физической форме, а девицы надевали такие талисманы для того, чтобы зачать дитя. Самая известная народная примета связана с тем, что если постучать по телу веточкой вербы, то здоровье будет целый год. И такое предпочтение отдают именно вербе, потому что это, пожалуй, самое живучее дерево, которое только есть в природе. Также есть еще одна интересная народная примета: съешь почки вербы, решится важное дело. Отправляясь на важное дело, говорят, нужно оторвать от веточки 3 почки и съесть их, запивая священной водой, при этом думая в этот момент о своем деле. Правда, пользоваться этим свойством веточки можно только в самом крайнем случае. Постоянно вербу лучше не беспокоить, иначе может выйти боком еще. Есть еще несколько народных примет на вербное воскресенье, которые связаны с погодными условиями. В какую сторону будет дуть ветер в праздник, таким будут и предстоящие летние деньки. Если праздничное воскресенье выдалось теплым и солнечным, значит, готовьтесь собирать богатый урожай фруктов. Если же вербное воскресенье выдалось морозным, то яровые хорошо будут. Также именно и верба олицетворяет присутствие Иисуса Христа. Когда он в этот день въехал во врата Иерусалима, его встретили взмахом пальмовой ветки. Так было принято встречать царей и победителей. Поскольку на землях славян не растет это экзотическое дерево, пальмовые ветки были заменены на веточки вербы. Не всегда и не у всех, конечно же, есть возможность в день вербного воскресенья или накануне посетить храм, чтобы осветить вербу. И это можно сделать и дома, но здесь нужна будет только крещенская вода и несколько веточек этого нежного растения. Что мы делаем? Нужно взять вербу и нужно трижды будет окропить крестообразными движениями, при этом читается специальная молитва. Друзья, эту специальную молитву мы оставим вам в описании к этому видео, и вы можете осветить это прекрасное растение именно в вербное воскресенье 28 апреля. Поэтому обратите внимание и проведите. Если в этот день не планируете посещать церковь или храм, то, конечно же, лучше все-таки постараться сходить. Но, кроме этого, также нужно принести с собой веточку вербы в конце богослужения и осветить. Священники после этого обязательно и священники освятят такие веточки, и после этого нужно принести домой и поставить возле именно икон. Говорят, наши предки говорили о том, что это будет защищать не только дом, но и все, кто в нем живут. Поэтому нужно обязательно помолиться в церкви, но и перед сном попросить у Бога благословения и здоровья своим близким. Вы знаете, что верба считается целебной в этот день, поэтому люди легонечко бьют веточками своих близких, родных, детей, друзей и даже домашний скот, чтобы они ни в коем случае не болели. Но если все-таки нужно обязательно в этот день выгнать скот на пастбище, то только веточкой вербы нужно это сделать. Также в народе рекомендовалось посадить цветок в вербное воскресенье или пересадить что-то.
Считается, что именно это начнет приносить большие деньги, но за таким растением нужно будет тщательно ухаживать. Ведь если растение завянет, то это сулит огромные денежные потери. Также в вербное воскресенье нужно расчесывать волосы, проговаривая следующие слова: «Вода, иди в землю» вместе с головной болью, и после этого расческу нужно положить в воду и ей полить почку вербы. И вот именно это считалось очень полезным. Также их носили, чтобы получить юношескую силу, а девушку, чтобы она могла зачать ребенка. Кроме того, утром в воскресенье наши предки забивали в стену колышек из ивы. Для чего? А для того, чтобы избавить человека от страхов и подарить решительность. Чего же нельзя делать в вербное воскресенье? Вы знаете, в вербное воскресенье не очень много запретов, но все они достаточно важны. Поэтому нужно стараться придерживаться всего. И самый важный запрет, конечно же, касается все тех же веточек вербы. Обычно люди обрезают их на рассвете, накануне в субботу, которую мы знаем, называется как Лазарева суббота. Но ни в коем случае нельзя обрезать их с деревьев, которые находятся у кладбища или в которых есть дупла. Так же, как и в любой другой религиозный праздник, в вербное воскресенье нельзя ругаться, сквернословить и думать о плохом. Несмотря на то, что это большой праздник, пить алкоголь или очень весело и шумно праздновать тоже запрещено. Вербное воскресенье – это все-таки больше семейное торжество, а значит, встречать его надо в кругу самых близких за скромно накрытым столом. Конечно же, есть и хорошая новость для ленивых. Категорически сегодня, в этот день, нельзя работать. Из-за этого все хозяйки работают вдвое больше за несколько дней до этого, чтобы завершить все дела по дому и приготовить нужную еду. Ведь встречать такое торжество в грязном доме нельзя. Еда, к слову, должна быть скоромной, и можно съесть лишь немножечко рыбы, использовать растительное масло и позволить себе немножечко красного вина. Вместо работы по дому людям советуем заняться делами душевными. Помолитесь, подумайте о себе, о своих близких, приведите свое состояние моральное в полный порядок. Далее, в вербное воскресенье нельзя готовить горячую пищу. Нужно питаться скромно и тем, что было приготовлено за день до этого. Здесь еще довольно странный, но интересный есть запрет. Считается, что в вербное воскресенье нельзя красить и мыть волосы, так как можно вызвать на себя большую беду и даже страшные болезни. По поводу работы мы уже сказали, но есть еще более конкретные запреты в этот день. Нельзя шить, вязать, вышивать, колоть дрова, стирать или заниматься уборкой дома. Все это надо сделать до праздника или подождать уже до следующего дня. Священники, глубоко верующие, а также люди говорят, что в этот день лучше не пользоваться компьютером и телевизором. Все это связано с тем, лучше отложить это на другой день. Также сегодня хорошо вставить веточку освященной вербы в землю, где вы будете садить. Говорят, что это поможет получить очень хороший и большой урожай. В народе говорят, что в вербное воскресенье нельзя проводить поминальные обеды, хотя на самом деле все священники сходятся на том, что это не так, и подобного запрета не существует. Но все же лучше перенести это мероприятие, которое может принести плохое настроение или способное омрачить это торжество, все-таки лучше перенести на другой день. Именно поэтому в народе появился запрет на посещение кладбищ в этот день. Лучше сходить туда заранее или же просто помолиться в церкви и поставить свечу. Еще один достаточно противоречивый запрет. В некоторых его версиях запрещено выгонять скот на улицу в этот день, а в некоторых лишь птицу.
И вы знаете, это объясняется тем, что нечисть и ведьмы могут испортить в этот день животных. Ну а так как в начале видео мы сказали, что очень важно, если вы хотите в свой дом привлечь достаток, изобилие, благополучие, то обязательно нужно посадить растения. И посадите комнатное растение именно 28 апреля в любое время. Главное, чтобы вы в этот момент находились в хорошем настроении. Вас ничего не омрачало. И тогда считается, что весь год вы пробудете в изобилии и достатке. Дело в том, что раньше наши предки считали, что если в этот день посадить растение, то оно привлечет в жизнь деньги. Но у этой народной приметы есть несколько особенностей, о которых, к сожалению, мало кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю жизнь в бедности. А во-вторых, сажать нужно только растения с большими и мясистыми листьями. Кстати говоря, одно из таких растений сейчас называют денежным деревом. Для того, чтобы оно не завяло и росло хорошо, нужно знать специальные правила его посадки и ухода за ним. Кстати, замечено, что в том доме, где денежное дерево хорошо растет и посажено именно в вербное воскресенье, всегда будет достаток в доме и никогда не будет недостатка в деньгах. А если вас замучила бессонница, то обязательно поставьте веточку вербы у изголовья кровати перед сном. Глядя на нее, проговаривайте следующие слова. Ангелы, сон мой берегите, святая верба, нежить отгоняй. И хотим еще с вами поделиться об одном ритуале, который поможет вам привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Вам нужно взять несколько монет и положить их в емкость с чистой водой и оставить хотя бы на час. Затем нужно опустить в воду кончики пальцев и сказать следующие слова. В море много воды, денег много у меня. Вода в море не закончится, и деньги у меня никогда не переведутся. Эти слова следует произнести 3 раза, после чего нужно вынуть монетки, положить их в кошелек, а воду вылить за окно, и согласно народным приметам, в воскресенье, как и все, что касается денег, после этого начнут у вас приумножаться. Также в этот день не следует отдавать старые долги. Это нужно сделать накануне или уже на другой день, иначе удача в финансовых делах может надолго вас покинуть. Друзья, надеемся, что это видео для вас было полезно, нужно и интересное. Мы всех поздравляем с великим праздником, с вербным воскресеньем, желаем всем изобилия, достатка, благополучия. Пусть в вашей жизни будут только яркие моменты. Друзья, прямо сейчас обязательно поставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.